Здравствуйте. Welcome to our Salatomat presentation today. We want to introduce you the first time a new innovating machine. We are the producer IFM. Всех также приветствую. Меня зовут Конфидов Алексей. Мы сейчас находимся на площадке университета МИСИС, который является, собственно, некой основой и базой для создания многих интересных устройств. И сегодня мы вам представим довольно необычное устройство, которое запроектировали за последнее время. What was the plan, Alexei? Итак, сейчас вы видите общую изначальную идею устройства. Она у нас, по сути, основана на блочной компоновке, которая в центральной части в себе содержит зону для расположения хопперов, то есть емкостей, где содержатся продукты. Мы сознательно пошли на такой тип компоновки, потому что мы понимаем то, что есть некая базовая часть, которую необходимо, скажем так, максимально отработать и обкатать в первую очередь. И есть некоторые вспомогательные интерфейсные вещи, которые касаются поля для заказа, зоны выдачи соусов и некоторых других частей. С самого начала создания этого изделия мы думаем о некой кастомизации изделия для потенциальных заказчиков и делаем его таким, чтобы он мог адаптироваться под любые возможные зоны, формы и помещения для конечной эксплуатации. И здесь вы видите общую компоновку, но я думаю, что будет гораздо интереснее увидеть все это вживую на последующих видео и последующей технической демонстрации. Батл. Знакомьтесь, Салатомат. Привет, меня зовут Оксана Камараули. Я буду соревноваться с поваром-роботом. Повар-робот. Я соревнуюсь с поваром-роботом. Волнуюсь, если честно. Ну что, начнем? Нам понадобятся огурцы, помидоры, зелень, болгарский перец, красный лук. И я всегда добавляю грецкий орех. Он придает такой пикантный вкус и очень полезен. У моего соперника такой же набор продуктов. Все по-честному. Открываем приложение, выбираем наш салат. Ну что, ты готов? Тогда поехали. С этим салатом может справиться любая хозяйка. Можно резать, как вам нравится, как вам удобно. Я люблю крупнее. Ничего себе, салатомат точно быстрее, чем я. Надо заканчивать разговаривать. Ну все, я не успела. Салатомат меня опередил. Просто он не разговаривает, когда готовит, а я люблю поболтать. Пусть по скорости я проиграла, но зато я выиграю по качеству. Давайте проверим качество. Ну что, достойно. Хорошая нарезка. Очень быстро. Я считаю, заслуженная победа. Заслуженная. Okay, as a quick plan for the main thesis or hypothesis what we want when we concept Salatomat. The main thing is that it must be hygienic and safe. Of course, from the pandemic we know that we must that there are very many problems and so hygienic is the first. The second is the quick preparation. So if we have right now we have a very fast community, and we want that we want very quick, and we have not so much time. So quick preparation is very interesting. This the third is the individuality of every dish that Salatomat is making. So, you know, somebody don't like onions, or somebody have
or they don't eat some things because he have an allergic reaction. And so the individuality is the third step. This automat implements everything you saw in the beginning. It's hygienic because every hopper have a closed area. It's fast because we all these modules or every salad will be cooked under 1 minute. You can choose your salad, you can choose your recipe, you can edit it, and of course it's healthy because we have only fresh food, and we can perform more than 1,000 dishes, of course, because every combination of a salad is an additional salad. What you will see here right now is from my colleague is that we have 16 of these hoppers of fresh ingredients, and then we have 20 additional possibilities for stored ingredient like sauce, like nuts or cheese. So we have more than 1,000 dish combinations. The capacity of this automat right now with 16 ingredients is about 150 to 200 portions, and because of course it's not only salad, we have rice, we have noodles, we have additional completing, because it's not only salad, it's bowls of course too, and it's about 250 grams per portions, and so we have full meal for somebody who want to eat at lunch. Со своей стороны, хотел также обратить внимание на некоторые части этой конструкции. Например, при ее проработке мы уделили особое внимание тому, что ее необходимо чистить, мыть и дезинфицировать. Для того, чтобы это обеспечить, мы сделали все части таким образом, чтобы скрыть стыки деталей и убрать весь лишний крепеж, что видно даже на этом общем изображении. При этом, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы, мы сделали так, что хопперы можно собирать в линии в неограниченное количество рядов как по высоте, так и по длине. При этом для того, чтобы обеспечить наилучшую сохранность продуктов, мы сделали несколько решений. Например, внутри стоит кондиционер, который обеспечивает температуру. Также для того, чтобы в меньшей степени окислялись компоненты, мы поставили специальные заглушки, и только в момент, когда необходимо высыпать какой-то ингредиент из тарелки, хоппер открывается и закрывается по окончании. С помощью этих решений вы можете быть уверены в том, что вы получаете максимального качества, максимально хорошо сохраненные продукты, которые буквально с утра были засыпаны и в течение всего дня, не более этого, используются для приготовления салата. Then the next steps, of course, we want, we know the time right now, and Salatomat will be work only with, not only with a touch screen, so with an app too. The app conceptions were those that we want to personalized app. We want to have the possibility of order and paying in the app, and then you must only go to the Salatomat with your phone, and the Salatomat will begin to prepare your meal. Choose your meal. You can of course edit it, and you see all the calories or fats or proteins, and you can choose additional ingredients. You can save your own recipes. You can choose a special diet plan, and so on. So you have an individual possibility to buy and sell it. Let's move on to the customer journey. And here is interesting. We want to show how the interaction of the Salatomat with normal persons is. And here you saw Aaron. Aaron have not really health life. He's sitting the whole time at the office, and he
eats not really good food because he have not much time. And once in the office center, he saw the salad tomato. He saw that it's healthy eat. It's easy to use. He chose the right salad. He saw that he can edit the recipes. He added a little bit more rice because he wanted to eat much more than normal. And he paid it, and so Aaron is right now more healthy and have a good possibility to good alternative to his not really health food normal. Со своей стороны хотел сказать, что она устроена таким образом, что все эти хопперы очень легко просто снимаются и устанавливаются. Нет каких-то отдельных механических соединений, нет никаких отдельных проводов, которые необходимо подключать. Была проделана большая работа сделать так, чтобы их было можно легко вставлять и легко снимать, в том числе для чистки, для эксплуатации, для обслуживания. В совокупности нам удалось добиться довольно хорошего эффекта от общей сборки. Значит, теперь, ну, как бы мы посмотрели на общую конструкцию в целом. Кроме этого, еще некоторые акценты, которые хотелось бы здесь в целом озвучить. Да? Кроме того, что касается самих емкостей, у нас еще есть зона, соответственно, с выдачей, то есть сама тарелка здесь вот находится. Тарелка движется как в текущем направлении, так и может подниматься по высоте, но за счет того, что у нас есть некоторое количество уровней, да, в том числе в тарелке мы реализовали возможность ее вот такого вот поворота, для того, чтобы она выставлялась в конечное положение перед самим хоппером. На уровне разных показаний датчиков мы отслеживаем температуру в зоне хранения самих ингредиентов. Более того, для того, чтобы оценить то количество массы, которое у нас, соответственно, перешло в тарелку, мы оцениваем как массу самого хоппера, так и массу, которая получается на тарелке. Для того, чтобы исключить вероятное, допустим, просыпание мимо тарелки, мы заранее оценили оптимальную массу на выдачу каждого ингредиента, то есть мы заранее понимаем по данным с мотора, то, что совершив такое-то количество оборотов шнека, мы высыпаем такое-то количество массы того или иного ингредиента, с одной стороны, а с другой, осознавая то, какое количество массы у нас находится в тарелке, мы можем заранее понимать, что, допустим, то количество, которое здесь находится, уже может быть, например, избыточно, и выставить некоторое техническое ограничение на последующую выдачу, чтобы исключить просто просыпание сверх того объема, который может поместиться в тарелке. Специально для текущей демонстрации, значит, мы заранее специально постарались, подготовились, мы уже преднаполнили некоторое количество хопперов определенными продуктами, и через некоторое время сделаем вам, в том числе с помощью приложения, демонстрацию общей работы в тестовом виде. Значит, сейчас на приложении мы запустим основные функции. После этого у нас запустится движение тарелки. Тарелка будет выставляться в необходимое положение, будут включаться хопперы и, значит, будет высыпаться некоторое количество продукта. Yes, Сейчас мы видим перемещение уровня по высоте для того, чтобы добраться до верхних хопперов. При этом тарелка выставляется в конечное положение, чтобы быть ближе к самому хопперу. Сейчас мы видим высыпание риса. Открылась и закрылась. Значит, кукуруза также некоторое количество и другие типы продуктов и ингредиентов. Даже такие большие части, как, например, помидоры, вполне себе получается засыпать через текущие емкости, и получается вот такой вот продукт на выходе. В общем, саму общую конструкцию мы сейчас посмотрели. Единственное, что в случае, если у нас есть еще одна тарелка, то мы сейчас воспользуемся и, по сути, просто некоторые текущие действия повторим. Мы заранее засыпали в хопперы довольно большое количество ингредиентов, чтобы у нас был некоторый запас. Таким вот образом тарелка довольно легко устанавливается в конструкцию. Сейчас I must order it, and right now I don't want a piece, so let's go. Пока мы видим движение, скажу еще дополнительно то, что на уровне
программно можно выстраивать определенную очередность работы конструкции. Например, можно сделать таким образом, чтобы, например, было заранее задано на состав автомата некоторое количество рецептов последовательно. Например, в случае, если конструкция должна работать в период, например, обеда, да, то можно сделать заранее таким образом, чтобы заранее некоторое количество рецептов были сюда направлены и была некая очередность приготовления и выдачи. Здесь гороха нету, wir haben keine Bohnen, also wir haben no peas. You see it. Yeah, Alexei, how is going the sauce coming here in? Значит, отдельно на уровне модуля мы проработали блок выдачи соусов. Мы специально, сознательно пошли на то, чтобы разделить две эти функции на отдельные блоки и сделали так, что мы сознательно не пошли на то, чтобы делать отдельную емкость, которая будет выдавливать те или иные соусы. Мы их будем выдавать в виде заранее заготовленных конечных сборок, которые могут выдаваться человеку по необходимости. За счет этого мы, скажем так, исключаем некоторые возможные взаимодействия и делаем так, что блок выдачи соусов у нас является отдельной самостоятельной частью конструкции. При этом заранее хочется сказать, что реализовать такой блок – это задача гораздо более простая, чем сделать оригинальную конструкцию по выдаче ингредиентов. Поэтому здесь у нас довольно простые типовые решения, которые эквивалентны, скажем так, обычным венинговым машинам. И дополнительная ценность, которую мы преследуем при создании такого отдельного блока выдачи, она заключается в том, чтобы учесть, скажем так, те запросы и потребности, которые есть у людей, у которых есть некоторая аллергия, например, на орехи и некоторое другое. Поэтому за счет того, что у нас эти ингредиенты находятся в самостоятельной зоне, в самостоятельных упаковках, мы делаем так, что только в случае, если они нужны конечному пользователю, то он их получает. А в случае, если нет, то они находятся, скажем так, в некотором изолированном объеме. И некоторые дополнительные комментарии про общую компоновку. Например, текущий корпус – это вещь, которая может быть кастомизирована под любые требования конечного заказчика. Расположение зон взаимное может быть также различным, то есть зона выдачи может быть как шире, так и уже. Например, зона, которая находится там слева, за счет того, что у нас полная реализация функций находится внутри приложения, технически даже допустим такой вариант, при котором у нас нет отдельного экрана, чтобы просто не переплачивать за основу конструкции, чтобы ее себестоимость была меньше. По идее, вся эта часть функций, которые находятся слева, кроме зоны выдачи, может быть реализована целиком внутри приложения. И именно в связи с этой кастомизацией мы отдельно демонстрируем общую концепцию конструкции в совокупности со всеми модулями, но при этом самую технически сложную часть, которая находится, соответственно, здесь, мы уже показываем в целиком готовом собранном виде, чтобы продемонстрировать ее конечную работоспособность. С самого начала все части конструкции при проектировании подчинены одному требованию – это максимально быстрому и хорошему приготовлению салата. Поэтому у нас быстрое перемещение тарелки, быстрая выдача и, соответственно, быстрая передача готового салата конечному пользователю. За счет этого мы можем обеспечить максимальную скорость даже в периоды максимальной нагрузки, например, в обеденное время. Значит, сама основа конструкции уже фактически готова. Значит, последующие действия, которые мы будем реализовывать на базе текущей опытной сборки, по сути, это уже последующая сертификация для того, чтобы обеспечить последующие возможности для канала поставок. Соответственно, сейчас мы через некоторое время будем сообщать о запуске предзаказов на текущую конструкцию, и мы готовы рассматривать разные варианты взаимодействия, то есть и конечную покупку, и варианты аренды, и некоторые другие варианты. То есть мы здесь максимально будем клиента ориентированы и будем готовы максимально учитывать все возможные пожелания. Более того, за счет того, что мы уже, по сути, общаемся с потенциальными покупателями на эти конструкции, мы от них получаем очень много ценных требований. Например, именно от них, в частности, от сети Вкусвилл, мы получили дополнительные пожелания по поводу того, чтобы эти емкости хопперов размещать не просто в линию, а делать так, чтобы они занимали максимальный объем. Потому что мы понимаем, что для конечного, скажем так, даже не для конечного потребителя, а по сути для того, кто занимается конечной эксплуатацией этого устройства, по сути имеет основное значение площадь аренды. И мы делаем так, чтобы, скажем так, та площадь, которую занимает текущая установка, была максимальной отдачей и за счет того, что в ней может быть одновременно расположено максимальное количество продуктов для приготовления салата. The business part, I think it's the most interesting part for you. You see that the technical part is ready. You saw that the mobile app is in a beta version is working. You can test it, I think, next week, the mobile app. You have the possibility, I want to say it, I will give it to the comments, the link where you can
book your possibility to see this automat in real life. It will be the next, this prototype. This will be in the next month. Some appointments where you can go and look at with your eyes. And of course, in 2 months, we will have the next presentation where you can see the ready automat. Я рад приветствовать вас и с гордостью рад представить вам сердце автомата, который без преувеличения призван перевернуть ваши представления привычные о правильном питании и умных автоматах. Перед вами Hopper. Представляет он собой некий бункер, который содержит в себе подаваемые продукты в тарелку. Также он является дозатором, ну и совмещает в себе многие полезные функции, о которых я сейчас вам расскажу. Данная конструкция без преувеличения является уникальной, то есть это достаточно детальная проработка. Было более 14 вариантов до того, как мы пришли к этой конструкции, пока не добились гармонии как в технических характеристиках, эргономики, визуальной эстетики, ну и функциональности. И подробнее о конструкции я покажу основные функциональные элементы, которые позволили нам говорить о том, что это лучшее, что сейчас есть. Хорошо, основные элементы. Здесь у нас есть поворотная шторка, которая позволяет перед запуском открыть наш хоппер, окно выгрузное, и подавать продукты. Данная крышка предназначена для того, чтобы ограничить возможность в просыпании продуктов, нежелательном просыпании, а также заветривании. Далее. Еще одним основным элементом здесь является у нас некая кассета, которая предназначена для сбора конденсата, либо каких-то нежелательных соков. Мы понимаем, что продукты могут поставляться в различном виде, то есть мы к этому строго относимся, но, тем не менее, мы уверены в том, что ни одна капля нежелательных жидкостей каких-либо попадет к нам в тарелку. А стекание данных соков обеспечивается за счет угла. То есть все это определено эмпирически, то есть это мы прорабатывали детально со всех точек зрения, вот функционально здесь проработано еще с этой точки зрения, чтобы сок стекал вниз. И здесь у нас в днище корпуса имеются дренажные отверстия, соответственно, которые сообщаются. И самым главным движущим элементом хоппера является у нас, здесь у нас the moving part in the hopper are Schneck. Это шнек. Приводная часть хоппера. Именно шнек обеспечивает перемещение продуктов, а также и дозацию их. У нас также есть вариации с двухзаходными и трехзаходными шнеками, дабы обеспечить дозацию более мелких фракций продуктов. Здесь в рабочем варианте хоппера, здесь у нас будет карта с RFID. И при загрузке хоппера теми или иными продуктами соответствующая карта вставляется в заднюю стенку хоппера, и автомат сам понимает, какой продукт в него загружен. Собственно, это все о конструкции нашего хоппера. Как сказал Алексей, сердце этого автомата. Я благодарю вас за внимание. The next steps, you see it right now. We are meeting at today. The next step will be we have a showroom. That is not really. We will have the showroom in February and March this year, where you can register. The link you will get at the end of the presentation, and per email. Then. In April, the automat will be ready, the app will be ready. We want to start in the second quarter the production, and in the third quarter the first delivery. As the location, we have indicated Moscow and Berlin, but it's not the end. And till the fourth quarter, it will be 20 pieces made of the automat. Yeah, thank you very much. Thank you for the for our viewers, and I hope we will see you again in 2 months. Thank you.